Константин Самсонов. Спортсмен-высокоточник, увлеченный горной охотой. В этом фильме он совершит захватывающую экспедицию в Якутию, где будет охотиться на снежных баранов. Дай бог, что у нас все получится. Якутского и охотского. Эти удивительные горные животные – непростая цель. И для того, чтобы их добыть, охотнику придется задействовать все свое мастерство. Есть? Охота в Якутии с Константином Самсоновым. Ну вот, мы прибыли в замечательный город Якутск, Саха-Якутия. Вчера мы восстанавливались после долгого перелета. Перелет занял порядка 12 часов через Новосибирск. Ну, Афанасий нас встретил. Посмотрим, что дальше будет. Якутск. Замечательный город, порядка 400 тысяч населения. Вчера мы его немножко обследовали, ходили, смотрели достопримечательности, конечно, покушали. Но было достаточно тяжело, потому что переезд был очень-очень непростой. Это злых духов выгоняем. Единственная примета, в которую я верю. Наконец-то закончились наши перелеты, вот, но это только, наверное, четверть пути. Нам предстоит еще Якутска автомобиль, переезды, 2 паромные переправы, потом будет аэролодка. В общем, приключения, похоже, только начинаются. Первый раз буду выпивать алкоголь на таком большом расстоянии от дома. Страшно. Ну, мы первый раз в Якутии. Нас ждет дальняя дорога, 900 километров до базы. И, надеюсь, мы вернемся оттуда целыми, невредимыми. Все препятствия, которые у нас будут на пути, мы с ними справимся. Ну, сегодня раннее утро, 5 утра. Мы наконец-то двигаемся в сторону Годии. Ну что, Егор, сколько километров нам предстоит? 700. 700 километров. А дорога не очень будет? Дорога 170 километров отличная, А потом не отличная. потом уже начинается Россия. Россия, матушка. У нас 2 дня до угодий. Сейчас мы едем на машине. Будем пересекать в 2 местах на паромах Лену. Вечером должны прибыть в первый базовый лагерь. Ну что, ребят, вот мы на пароме, были в конце очереди, а получилась какая-то перестановка, и мы оказались в начале очереди, и сейчас от причала номер 1 будем отходить. Река Лена, самая полноводная река в России, сейчас идет расстановка. Смотрите, какой замечательный паром, и вот так вот люди живут на большой реке, на большой воде. Машина 60, наверное, зайдет сюда, и мы начнем через полчаса отчалить. Вот так потихонечку всех расставляют, чтобы крена не было, ничего чего-то. Первый раз на пароме, и честно, вот эти эмоции меня, конечно, захватывают очень здорово. Логистика в этой экспедиции будет сложной. Для преодоления 800 километров потребуется около 3 суток. Это дикая территория, и для ее покорения придется использовать самые различные виды транспорта. Паромные переправы – важнейший элемент транспортной инфраструктуры Якутии. Летом паромы служат для комфортного и безопасного перевоза пассажиров, автотранспорта и грузов в отдаленные населенные пункты. Зимой, когда движение паромов становится невозможным, транспортная связь сохраняется благодаря зимним сезонным дорогам, проходящим прямо по льду. Эта паромная переправа через Лену не единственная на пути. Впереди еще одна – на реке Алдан. Ну что, преодолели паром, прошли где-то 100 километров из 700. Ну, 600 километров еще нам осталось дороги. Сейчас решили позавтракать. Охота, а завтрак по расписанию. Пойдемте покушаем.
Это местные курицы или на югах? Американские? Как раньше эти горшка были? Да. До следующей переправы, так, почти 300 с Ну, лишним. отлично. Ну все, не будем рассусоливать. Если нужно помочь, поменяться, там говори. Вот, преодолели 300 уже километров. Сейчас второй паром, река Алда. Пересекаем. Ну, замечательная такая река, тоже полноводная, достаточно большая. Много-много фур встало. Хорошо, наши 3 машины все успели. Не хотели одну пускать, хотели фур, но не залезла. И мы двигаемся в сторону левого берега. Вперед. Бескрайние просторы Якутии впечатляют своей грандиозностью, своим невероятным масштабом. Здесь повсюду ощущаешь какую-то таинственную мистическую энергетику. В каждом метре этой земли дыхание древности. Как священное место, шаман, ручей называется у нас. Проезжающие люди, здесь постоянно останавливаемся. Подумаем о чем-нибудь хорошем, просить ничего не будем, а просто о хорошем Хорошо подумаем. положить, да. И копейку на удачу, и оладушки вот. Местным духом. Ну, чтобы сейчас пожалуйста. Есть оладушки. Якутия привлекает своей дикой, неприрученной природой. На просторах тундры и тайги встречаются самые разнообразные ландшафты, от могучих горных хребтов до бескрайних равнин. Магия Якутии ощущается в каждом моменте. Эта мистическая атмосфера пронизывает сердце каждого путешественника, заставляя его по-новому взглянуть на окружающий мир. Да уж. Вот мы приехали на первую базу. Сейчас уже 11 час. Получается, добирались мы 17 часов. Причем ребята говорят, что это очень быстро и практически рекорд поставили. Обычно приезжают там в 2-3 часа ночи, а мы приехали в 11 часу. Ну вот завтра поснимаем ее. Ну вот такая прекрасная база. Мы в домиках сейчас расположимся. Там даже есть кровати. Завтра рано утром на лодках выдвигаемся в основную базу. Сейчас 7:10 утра местного времени. В 6 часов мы проснулись, покушали, почистили все, что можно почистить, и собираемся в путь-дорогу в конечный лагерь, откуда будем охотиться. Будем на этих аэросанях перемещаться где-то, говорят, часа 3. Может быть, чуть больше, может, чуть меньше, в зависимости от уровня воды. У нас сегодня прекраснейшая погода. Надеюсь, что она будет нас сопровождать на всем протяжении охоты. Замечательный лагерь, большой. Вокруг, говорят, ночью медведи ходили, но мы спали как убитые. Так что в путь-дорогу погнали. Для движения по воде организаторы используют аэролодки. Плоскодонное судно с надувным корпусом, приводимое в движение винтом самолетного типа. Нельзя пренебрегать технику безопасности. Самое главное. Аэролодка лишена элементов, погруженных в воду.
Благодаря этому она может перемещаться по мелководью, не опасаясь повреждений от водных растений или гальки. Такие лодки подходят для самых различных водоемов, включая реки, озера и болота. Российское чудо. Хорошие, кстати, достаточно лодочки с верхним мотором. Тянут они очень здорово. Практически нету воды, и мы идем достаточно шустро. Но, к сожалению, генератор сломался и аккумулятор сел. Сейчас будем чинить, перекидывать, смотреть, что можно сделать. Есть! Доставай удочку, что покидали бы сейчас. Сейчас отдохнем, чай попьем. Техника должна остыть, на больших оборотах едет. Один аккумулятор садится что-то. Заводской брак, что ли, непонятно. Второй нормально работает. Сейчас перекинем на второй и все. Тут у нас 2 аккумулятора запасных. Где-то полпути прошли, еще полпути. Я думаю, что сейчас справимся и дальше поедем. Сегодня целый день дороги. Управление аэролодкой интуитивно и отличается своей простотой. Также среди плюсов выделяют большую доступность верхнего мотора для технического обслуживания. Основной минус аэролодок – высокий расход топлива в сравнении с традиционными моторками. Лодка нравится все больше и больше. Можно прямо по сухому месту ехать и не напрягаться. Надо просто газка поддать, да, дед? Дожди были, большая вода была, и каждый раз после дождей меняется русло реки. Мы-то знаем, что надо держаться левее, а тут наоборот оно поменяло и ушло вправо. И вот сейчас каждый раз едем по факту. Обстоятельства. Последние километры пути до базового лагеря команда проедет на вездеходе. Что-то От погоды зависит, тоже вот разведчики дождь собирается. ушли Вот. сейчас. Разведчики вон туда пошли сейчас. Смотри, да? А с базы можно что-то увидеть? Кого-то нет? Нет, нет. Ну, можно увидеть, но и переходящий. Может, пораньше завтра выйдем? Нет, ну решим. Шины низкого давления, комфортная езда была. Так, 0,4. Многовато. И жестковато. Я проверяю давление на камнях, чтобы ехало плавно как бы. Чтобы не кидало. 40-50 спокойно едет. Помимо Константина на этой охоте присутствуют 2 других охотника. Один из них – трофейный охотник Дмитрий Федотов. Он также приехал добыть якутского и охотского барана. Что-то я заехал, извиняюсь. Афанасий сказал, может быть, уехать. Это куда, дальше еще? Да, отсюда Сколько? 30 километров. Ну, отлично. Но сегодня решим, да, чтобы завтра уже охотиться все начали. Сегодня решим. Этот снегоболотоход на шинах низкого давления идеально подходит для этой местности. Ему не страшны ни экстремальные нагрузки, ни сложные погодные условия. Все дальнейшие передвижения на этой охоте будут проходить либо пешком, либо на этой машине.
Ну вот, наконец, мы добрались на базу компании Куута. Добирались почти 3 дня. Спасибо, Витя. Не позорь меня на камеру. Там еще осталось, да? Это не наше. Спасибо большое. Это горы Усьманского улуса, находятся на северо-востоке Якутии, на границе с Хабаровским краем. Мы с прошлого года здесь начали строить базу комфортабельную. В прошлом году построили 3 дома, и в этом году 4 дома добавили. Отдельно построили зону для гостей и большая столовая на 30 человек как бы. Ну что, ведь все, сюда, отсюда не уедем, да? Чувствую, можно тут залить. Максим, а где мы, что мы располагаемся? Участок большой у нас, 600 тысяч га почти. Одни горы у нас. Есть озера, обитает много снежного барана. Получается, у нас граница с Охотским районом. Там, получается, у нас Охотский баран и якутский снежный баран везде. Также у нас обитает здесь медведи, большое количество лоси. Есть дикий северный олень горный, кабарга, рысь, росомаха. Ну, зверь хватает как бы. У меня уже есть один снежный камчатский баран, который был добыт очень-очень давно. То есть у меня такой достаточно большой был перерыв. Очень красиво. Новый дом, запах дерева. Вить, ну что, на месяц остаемся? С завтрашнего дня мы начнем охотиться на якутского снежного барана и на охотского снежного барана. А где пристрелочная зона? На все это у нас заложено порядка 14 дней. Я буду надеяться, что мы управимся чуть пораньше. Сразу после приезда на базу начался проливной дождь. Национальное якутское блюдо строганина. Спокойно довезли мы ее, не разморозили в холодильнике. Самая чистая рыба. Вот такая рыбка. Ну что, поднимаем? Что, погода, да? Была хорошая. Надо разогнать тучи. Вот мы приехали, дождь был очень сильный, а сейчас пойдем пристреливать. Отсюда что стреляем? Как вам удобно? А куда? Туда стреляем? Да. Оружие я всегда перевожу оптику отдельно, ствол отдельно. И прикрутил, обязательно нужно пару выстрелов сделать, чтобы понять, насколько ушел ноль. Если ушел, то, значит, поправлю. Если не ушел, оставлю. И обязательно выберу дистанцию на 500-700 метров, чтобы четко в цель. Ну, с недавних пор я стреляю на охоте вот с этой винтовкой. Калибр 7 Ремингтон Magnum. Достаточно редкий калибр у нас в России. Но за границей он очень пользуется популярностью за его характеристики. Неплохая настильность. Пуля у меня 195 Грейн, пуля Бергер. Пуля меньше подвержена ветровым сносам. До километра она достаточно четко работает. Винтовка пластик, карбон, ствол карбона с металлическим стержнем внутри. И весит около 3 всего килограмм. Оптику я применяю Калис 525. Я к ней привык, к этой оптике. И на соревнованиях с ней участвую, и, соответственно, на охоте. Винтовка в общей сложности весит около 4 килограмм вместе с сошками. Достаточно удобно, комфортно. Раньше я с большими винтовками ходил, было очень-очень тяжело, которая весила в 2 раза больше. А сейчас с такой малышкой. Можете стрелять, чтобы у меня немножко остыл Ну и ствол. применяю баночку. Для того, чтобы, если вдруг промазал, зверь не уходил, далеко не убегал. Стреляли на 100 метров. Сейчас бахну в цель на 500 метров и буду спокоен. 0,5 минуты она пришла. Мне этого достаточно. Ну все, произвели пристрелку. Теперь точно отмазаться, что винтовка не стреляет, не получится. 510 метров. Ну, сколько здесь? Наверное, 2 сантиметра. 2 выстрела было, больше не стал стрелять. Группа неплохая. Дай бог, что у нас все получится.
Раннее утро, 4 утра, 31 июля. Собираемся в путь-дорогу. Говорят, километров 30 нужно еще вверх пройти по реке. Ехать, наверное, часа 3. Книжка наша все в дороге. По реке, по камням. Я сложно представляю, как это будет происходить, но вариантов нет. Будем ехать, будем двигаться. Собрались на пару дней с палатками, полностью своими вещами. Перемещение от базы где-то до километров 35-40. А там уже как бы будем проводить охоту. Спустя час перед охотниками открывается удивительная картина. Здесь, на высоте всего 1200 метров над уровнем моря, под палящим солнцем расположился огромных размеров ледник. Такие ледники находятся здесь круглый год, так как не успевают растаять за короткое якутское лето. С левой стороны, да? А вон тут, да? Еще налит есть там большой. Ну, большой, да. Еще больше есть наледи. Еще больше и наледи есть. Они не тают. Это тает, да? Но этот год не растает, наверное. Не успеет. Приехали на то место, куда планировали, где была ранее проведена разведка местности. Прекрасные места. Это место называется Малтан. В переводе от адвентского это называется поворот. Мы вот туда заехали, повернули сюда и вверх. Вот. Самолет, машина, лодка, вездеход. 3 суток мы добирались до этой точки. Устанавливаем палатку столовую. Повар сейчас будет все готовить. А мы потихоньку будем передвигаться. Не будем упускать возможность сейчас в такую погоду сходить. Тут чисто бараньи места. Стояли бы здесь сразу одни рогачи. Выгрузились, чай попили и сейчас идем вон в те горы. Ребята 4 дня назад видели несколько баранов. Разведка показала, что зверь есть. Адреналин зашкаливает. И сейчас поедем смотреть, в какой части они находятся. Хочется размяться и побежать. Прям реально рвутся ноги в бой. План очень простой. Оба горных охотника займут высоту и будут высматривать на окружающих склонах трофейных самцов. После охотники разделятся, и каждый пойдет за своим трофеем. Идем вверх, а дальше спокойно определимся, спустимся и все стадо пересмотрим. Видишь, копыта. Следы есть. Вон какашки есть. Бараны замечены в 2 направлениях. Да, вижу. Давай трубу. Трофейные качества самцов примерно одинаковы. Метров 500, 600. 400, 500. До 800 готов. Нет, до 500 не будет. А здесь? А здесь А те посмотрели? чуть посложнее. Тут или их обходить только далеко, потом отсюда выглянуть. Но Кто куда пойдет, решит жребий. просто пока пойдет. Мы сейчас будем тянуть спички. Короткая туда, длинная туда. 2 группы баранов. Одна справа, другая прямо. Это посложнее. 3 километра до нее, 2,5 до оттуда. Здесь попроще подняться, а тут крутовато. Но там побольше, говорят, баран. Поэтому здесь кому как повезет. Мы туда идем. Мы туда. Покажи, какая Все. Я иду туда. Ты идешь туда, мы туда. Туда.
заметили группу где-то с 3 километров, стали подходить. Высота старта у нас 1500 метров. Забирались очень по крутому подъему. Ну что, мы сделали это дело, поднялись на эту замечательную гору, высота почти 2000, а там был у нас 1500, то есть 500 метров. Мы прыгнули. Алексей, как мы? Нормально запрыгнули? Отлично. Неплохо, да? Да. Настигли мы замечательного животного, название якутский снежный баран. Группа уже снюхала, ветер от нас был, и вот прям на гребне произвел выстрел. Дистанция была около 200 метров. Охотник сделал все необходимые расчеты и произвел выстрел. Четким попаданием он рухнул вниз. Заснять на видео попадание по якутскому барану не удалось. В самый ответственный момент техника начала чудить, и запись отключилась. А он этим. А потом вышел еще большой. У нас было 2 лицензии. И егерь разрешил добывать второго. И уже дистанция 400 метров. Попадание слышали. Сейчас будем одного и второго спускать вниз к речке. Якутский снежный баран, точнее 2 якутских снежных барана у нас в зачете. Туда на речку скачу. А мы этого скатим. Да, на речку. Ранение было смертельное. Баран скатился, и видно, что обилие крови, причем кровь такого алого цвета. Кровь алого цвета с явными пузырьками говорит о том, что пробито легкое. Но так как баран осел сразу, буквально доли секунды, и начал катиться, скорее всего, и сердце тоже задето. В общем, смертельное ранение. Баран не мучился. Красавчик, новичок. С одним обломанным, ой-ой-ой, с одним обломанным рогом. Но база у него, конечно, да? Прости, дорогой, мы встретились с тобой. Тот вообще без крови. Тот упал нормально сразу? Сразу, там же лежал. Тот ебатый. Тот даже больше, как будто кажется. Давай будем смотреть. Ну вот, 2 красавцев добыл. 2 отличных барана якутских. Снежный баран Чубуков с хорошими трофейными качествами. К сожалению, ветер нас выдал. И бараны, когда лежали, мы их наблюдали, потом они стали двигаться, когда мы уже подошли. Подъем был очень сложный. Ветер постоянно менялся. Они нас учуяли и начали уходить. Пришлось стрелять по уходящим. И мне осталось считанные секунды, чтобы произвести выстрел по вот этому барану, который находится справа. Он лег сразу и покатился вниз. Баран 12 лет, дистанция 200 метров. После первого выстрела у нас, помните, да, было 2 лицензии. Стали остальные бараны и стали уходить молодые самцы. И среди них был вот этот замечательный старичок, которому 13 лет. Видите, какая база шикарная у него. И егерь разрешил добывать его. Дистанция уже была 400 метров. Ну, также с одного выстрела добыл. Прыгнул в ущелье. Мы его, естественно, нашли. Спасибо Алексею, проводнику, егерю. Спасибо Афанасию. Замечательного года. Спасибо Якутии.
Охотники встречаются у машины. Дмитрию также удалось добыть отличный трофей якутского снежного барана. Они лежали, позицию занял, и мы понимаем, что мы можем так весь день лежать. Ну, короче, решение приняли какое? Егерь встает и пошел на них. Все, 2 минуты, встали. Попал в десятку, грубо говоря. В лопатку целился. Сейчас мы поедем на базу. Ребят нас ждут. Мы покушаем, а потом на основную базу. И завтра день отдыха. Будем готовить барана, который мы сегодня добыли. Мы делать вкусные будем блюда, и вам завтра обязательно покажем. Сегодня был прекрасный день, мы сегодня отдыхали, в этом и был он прекрасен. Отдых тоже нужен, потому что ноги подзабились, вещи нужно было посушить, ну и так мысли прочистить, подумать о близких и так далее. Мясо сегодня покушали, не устаю удивляться, насколько вкусное мясо снежного барана. Это самый лучший стейк из добытого нами зверя. Очень вкусное, самое лучшее мясо в мире. Сейчас будет глаз вчерашнего барана есть. О. Вчера Афанасий прям сразу желчный пузырь проглотил. И ребята вместе с егерем ели печень сырую. О. Блин, теперь зрение будет как у сокола. Это больше 400. Самый большой, наверное, у нас баран пока в данное время. Это чей? Ну, с глазами, ты понимаешь. Барана Константина, мы его уже глаза съели. Вот ты догадала, я не. Видишь какой он? Шикарные бараны, просто шикарные. Привезли черепа, привезли рога 2 баранов, которые вчера добыл якутского. Сейчас вот замеры будут делать. Но ребята сказали, очень крупный один. Посмотрим, на сколько баллов. Если больше 380, по-моему, то уже золото идет. Возможно, что один баран потянет больше 400 баллов. Ждем, дождь вот идет. 6,6. Круто, круто. А? Круто. Что там получилось? 409,7. 409,7. Еще не добывали больше? Серьезное достижение. За 400 это золотая медаль. Спасибо, Янис. Да, спасибо нашей команде. Да, Янис, спасибо, кстати. Готовимся к завтрашней охоте. Выезжаем на охотского барана. Поэтому сегодня сейчас идем собираться. Едем, как всегда, с ночевкой. Спальники берем, теплую одежду с собой берем. А там дальше посмотрим. Что это? 6 яиц. Почему 6 яиц? Потому что 3 барана. Сейчас попробуем это приготовить. Вообще яички снежного барана нежные и вкусные. Ел несколько раз и всегда был в диком восторге. Немножко с маслицей. Горные охотники — это не только охотники, но это еще люди, которые умеют ждать погоды, да, Дим? Да. И это, кстати, не самое простое занятие. Вот они периодически что-то придумывают, что-то готовят. Говорят, кстати, охотники горные неплохие повара. Все, вот он пусть готовится, прихватится, и мы можем снимать первую пробу. Так вот, сушеф, принесите мне, пожалуйста, тарелочку красивую белую и вилочку, сушеф. Вообще, да, мы должны были сегодня охотиться, но дождь 2 дня. Река поднялась очень сильно река поднялась. И не смогли проехать. Ну и охотиться дождь не очень хорошо. Одно дело, когда тебя дождь настигает в горах, а другое дело идти в дождь, подниматься не очень хорошо. Поэтому 2 дня сидим и придумаем для себя разные истории. Но я думаю, что мы выйдем с этих историй только победителями. Помните, я рассказывал, что яйца, у них реально вкус сардельки.
Вот посмотрите, как они выглядят. Так, ну что, господа, налетайте. Что, дегустируем? Да, пробуем. Вкусно? Это очень вкусно. Вкусно. Погода внесла свои коррективы. 2 дня дождь. Мы просидели в лагере, никуда не можем сдвинуться. Занимались всем, чем угодно. Отдыхали, спали, читали. Ну, естественно, готовили разные деликатесы. Яйца барана пожарили очень-очень вкусно. И кушали глаз. Первый раз в жизни. Глаз барана. Я вчера увидел, как ребята его кушают. Хочу просто попробовать и понять, блин, это как нырнуть очень глубоко. Максим ел вчера с таким удовольствием, аппетитом. Мне показалось, что это вкусно. Я вам сейчас буду тоже рассказывать, вкусно это или нет. Так, ну раз... Ой. Я чувствую себя как в этом «Орел и решки». Так, делаем что? Надрез. Сильно не дави только? Не давлю. Так, Да. я его надрезаю и съедаю, и жую, и глотаю. Долго жуешь и глотаешь. Там вот я. Ну ладно. Сейчас. О, все. Есть? Есть я. Ну так, укуси его. Сок пошел. Ничего страшного. И жуй. На устрицу похоже. Ну он такой, как морепродукт. А глаз барана считается местным деликатесом. Ну, это среди охотников и авианов. По-разному чувствуют, какие вкусовые качества. Но похоже на устрицы. Я попробую его проживать полностью. Ну, реально уже. Долго разжевывать надо, как бы. Имеет свои полезные свойства. Как бы эвены считают его лечебным, как бы, деликатесом. Но он долго жевать. Пожилые охотники у нас говорят, если ты съешь его глаз, ну, барана, ты будешь воспринимать уже горы, как вы увидите. Далеко не каждый охотник пробует такой деликатес, как печень, как этот глаз барана. К этому нужно привыкать, и не каждый смельчак будет пробовать такие деликатесы. Константин, если завтра все нормально, завтра я ем глаз. А завтра говорят, что погода будет в 2 раза лучше, но мы видим по облакам. И мы выдвигаемся за охотским бараном. Погнали. Погода следующего дня позволила команде перебазироваться в ареал обитания охотского барана. Прибыли. Красота. Так, ну мы прибыли в летучий лагерь. Это вот на границе Охотского района Хабаровского края. Сейчас будем проводить проверку в местности. Доедем где-то вот до границы и оттуда уже будем разведывать его. Слева, справа. Жеребий тянуть не будем. Мы влево, его вправо. Ты знаешь тот лишь? Полностью туда. Часть, да? Да, туда пойдем. Прибыли на охотского барана, местность Кута. Название компании, как раз, которая проводит охоту, как и называется. Видели самок, самцов не видели. Километр 3 до них. И вот сейчас пойдем вон туда. Я думаю, часик, может чуть больше мы там. И дальше по гребню будем наблюдать барашков. Выбирать самого-самого старенького. И будем пытаться его добыть и увезти в Москву. У нас должны быть тут по вершине пойдем. Такие ручьи, распадки. Места вот такие. 300 метров запрыгнули. Фу. Еще, думаю, полчасика. Медведь вот тут где-то. Ага. А бараны вот тут где-то. Бараны такие светло-желтые. Их плохо видно. Медведя вижу. Сейчас поднимались. 2,5 километров заметили медведя. Посмотрели, очень крупный самец, очень крупный для сибирского медведя. А чуть выше были бараны, но оказались самками.
6-7 штук. Посмотрели в трубу, идем дальше. Мы поднялись на гору, на которую мы планировали. Обследуем все распадины, расщелины, но, к сожалению, только самок видим, баранов нет. Сейчас посмотрим еще, дальше пойдем в другое место. Экскременты барашка, и тут уже прошел медведь. Вот такая история. В этот день команды Дмитрия и Константина охотились в непосредственной близости друг от друга. У таких совмещенных поисков есть один существенный недостаток. Да, и вот здесь вот скрадываться. Иногда охота одного может помешать успешной охоте другого. Константин совершал подход к группе трофейных самцов, когда 9 следующих друг за другом выстрелов эхом прокатились по долине. Животные, напуганные шумом, ушли. В этот день Дмитрий добыл своего охотского барана. Наш коллега расстрелял здесь всю территорию. Приходится из нее идти как можно дальше. Нету никого, кроме самок. Дима с поля. Ну ты не по-товарищески поступил. Я понял. С 9 выстрелами. Это, конечно, кто тебе дал совет 9 выстрелов делать? Сегодня прекрасный день. Ночевали в палатках. Палатки у нас комфортабельные. Афанасий подготовился, молодец, с печками. Единственное, вокруг очень много медведей. Вчера 3 медведей видели, достаточно крупные. Мы были наготове, если что. Поэтому выспались. Ноги, конечно, немножко подзабиты. Вариантов нету, нужно двигаться, добывать трофейного барана. Вчера прошли порядка 12-13 километров по горам. В общей сложности у нас спуск-подъем составил порядка 1400 метров. Сожжено порядка 6000 калорий, я по часам посмотрел. Ну, в горах это, кстати, нормально. 5,5-6 тысяч всегда сжигаешь. Максимум у меня было в Непале 6500. Пульс 104, надо чуть-чуть уменьшить. Часы хорошо, когда показывают пульс. Сразу можно корректировать начало стрельбы, проходы дальнейшие. Я 104. У тебя? Наверное, неправильно меня мерят. Здесь я не скажу, что охота на охотского барана простая. Зато мы вчера видели, куда ушли бараны. И сегодня вместе с егерями будем разведывать достаточно большую территорию. Баранов увидели. Их немного. 4-5 самцов. Один из них очень крупный был. Подойти ближе, чем 900 метров не удалось. Еще и самки нас увидели. Ну, в общем, не успел выстрелить, скрылись за бугор. Пока настроился, все ушли. Да нет. Ну вот горная охота одна из самых сложнейших видов охот. Мы сегодня не добыли, вчера не добыли. Сейчас приняли решение возвращаться на базу. Зверя здесь мало. Мало грибов, мало ягоды. Сухо достаточно. Зверя практически нету. Завтра утром едем в другое место. Берем опять палатки и в другое место. Надеюсь, что там будет лучше. Весь следующий день охотники провели за поисками трофейного самца. Четыре барана. А там, да? По ручью пойдем, выглянем, и напротив лежать будут. Сразу стреляем снизу, да? Ну как снизу, чуть-чуть так видно. Угол небольшой, да? Там все открыто. У нас только полка будет, чтобы выглянуть. А там где-то будет метров 500-600, наверное. 500-600 метров. Ну ладно, что. Горная охота самая непростая охота. Ребята очень здорово подводили, очень здорово со всех сторон наблюдали.
Она, кстати, сверху наблюдал и нас корректировал. Такая вот сложная охота. Осталось немножко. Незаметно по ручью мы поднялись 250 метров от машины. Три дня мы ходили за этим бараном, 32 километра мы прошли и в общей сложности поднялись, опустились где-то около 2500–3000 метров. Охотский снежный баран отдыхал на противоположном склоне. Дистанция составляла 520 метров. Правее от него находилось еще 5 самцов, но все они были значительно моложе и уступали ему в трофейных качествах. В правую сторону смотрит. Он даже не встал. Один выстрел. Вот завершилась вот этим замечательным трофеем наша горная охота. В первой части мы добыли якутского снежного барана. Сейчас перед вами вот такой замечательный старичок, охотский снежный баран. Первый баран 15 лет, этому, ну вот у него кончики, видите, обломаны, ну скажем 13-14 лет. Да. Выстрел был произведен с дистанции 520 метров. 3 дня мы ходили за этим бараном. Все уехали, а мы остались, потому что мы единственные не добыли охотского. Сложные условия, техника не выдерживает, люди не выдерживают. Вот такая вот сложная охота. Горная охота – это, конечно, в первую очередь преодоление самого себя. Мы это сделали. Моя команда, которая сегодня была со мной, мы сделали то, что должны были сделать. Мы, когда сюда приехали, время мне так постучало, сказала, говорит, я немножко постою, а ты здесь отдохни. Отдых удался. Изобилие всего. Ковры, ягод, животных много. Команда отработала круто, и оператор все снял хорошо. Достигнут отличный результат, добыли 3 животных за 3 выстрела. За эти дни прошли очень много. Иногда в день мы проходили по 15 километров. Настоящие горные охотники едят. Молодец. Давай, А может сюда. его это... Давай, не без может. Блин, я не знаю. Иди сюда, посмотри. Не, сейчас пусть отдельно. Сейчас. Витя, 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 Витя. Давай. Все, братан, я рот открой. Начало-то вкусно? Глотай как таблетку большую. Нет, все съел. Ребята, это было необычно. Поздравляю всех охотников с удачной охотой. Отдельное поздравление Самсонову Константину. Он показал высший уровень трофейного охотника. 3 выстрела, 3 барана. Якутский снежный баран, ему 15 лет, это практически на пределе. Охотский баран, ему 14 лет. Да. Проведена была природосберегающая охота. Добыты очень старые трофеи. Очень хороший балл у них. Есть до 400 и ближе к 400 баллов. Отдельное спасибо нашим егерям. Благодаря им мы отработали все достойно.
Мы прошли километров 50, и все это прошли ножками. Упускали, да, уходили, было обидно. Ноги в кровь, конечно, стерты. И вот сегодня я проснулся, поймал себя на мысли, что мы сегодня уезжаем, а уже хочется снова идти в горы. И обязательно отдохну месяц-два, я поеду снова в горы. Мне нравится горная охота. Я в начале пути, я уверен, что не остановлюсь и дальше буду двигаться.